Привет всем! Сегодня мы продолжаем вязать нашу куклу. В прошлом видео мы закончили ножки. Я забыла вам показать, как я отрезаю нить, как заканчиваю, чтобы переход этот сделать более плавным. Вот я закончила последний столбик и вытягиваю ниточку, и в следующий столбик я делаю соединительную. Вот так вот петлю вытягиваю опять нить. И тогда переход будет такой более или менее плавный, не резкий такой. Вот. В сегодняшнем видео мы будем вязать тело и юбку. Для начала что мы делаем? Мы берем ножки и ставим так, как мы хотели бы ножки наши, чтобы были. Либо они будут так вот ровно смотреть прямо, либо немножечко носочки в сторону. И вот здесь вот, где у нас соприкасаются, да, вот наше последнее соединение как раз на одной ножке, это будет серединка. Вот. А здесь, с этого места, где я отрезала нить, с этого столбика, да, где сделала последний соединительный столбик, от него я отсчитываю 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, 10 даже. 10 у меня столбиков до серединки. Вот. А здесь, на этой ножке, я буду ориентироваться на тот столбик, которым сделала последний соединительный столбик. Для чего это мне надо? Для того, чтобы провязать здесь воздушные петельки. Они у нас ножки вот так вот немножечко разойдутся. Провязываю здесь 10 столбиков, делаю 7 воздушных петель и присоединяюсь вот сюда. Вот я присоединилась и сделала воздушную петлю подъема одну. Дальше я вяжу 10 столбиков. 1, 2, вернее, первый столбик это там, где я присоединилась. Значит, он будет у меня первым. Дальше 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Теперь делаем 7 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Присоединяемся ко второй ножке вот сюда, где мы делали соединение, соединительную петличку, и провязываем столбик 1. Дальше мы вяжем по этой ножке 20 столбиков, затем 7 столбиков цепляемся за долечку воздушной петельки, за одну долечку, да, и провязываем 7 столбиков без накида. Дальше по этой ножке мы провязываем 20, и с этой стороны воздушной петли провязываем 7 столбиков без накида. Внимательно, когда будете провязывать, считайте, чтобы получились здесь на каждой ножке по 20 столбиков, не считая воздушных петель. Вот. Вяжем. Провязала я круг. 20 на одной, 7 на воздушных петельках, 20 на другой и 7 с другой стороны на воздушной петли, по воздушным петлям. Теперь мы здесь будем отмечать маркером. У нас будет здесь начало ряда. И смотрите, главное, внимательно не потеряйте петельки, которые вот первая петелечка будет так вот немножечко спрятана. Заранее просчитайте 20, да, столбиков, чтобы знать, какую из них петелечку, с какой начинать.
Теперь мы вяжем 2 ряда, 42, простите, 41 и 42 ряд без изменения по 54 столбика с накидом по кругу. Провязала я 2 ряда по 54 столбика. Это был 42 ряд. В 43 ряду мы вяжем 8 столбиков без накида плюс прибавка. И так повторяем 6 раз. Повторяем 6 раз до конца ряда. Провязала я 43 ряд, 8 столбиков и прибавка. В ряду у нас по кругу получилось 60 столбиков без накида. С 44 по 50 ряд, 7 рядов, мы вяжем без изменений 60 столбиков. Вяжем по кругу. Семь рядов. Закончила я вязать 50 ряд. Я вязала 7 рядов без изменений. Теперь мы вяжем 51 ряд. Провязываем 8 столбиков без накида и убавка. Раз, два, три, четыре, 8. Убавку делаю я за передние полупетли. Вот так вяжем по кругу 6 раз. В итоге у нас получается 54 столбика в кругу в ряду. 8 столбиков и убавка. Закончили 51 ряд. 52-53 ряд вяжем без изменений 54 столбика без накида. Вяжем. Провязала я 2 ряда без изменений, 52-53. 54 ряд вяжем 7 столбиков без накида плюс убавка. Раз, два, три, 4. И так вяжем по кругу, делаем убавки 6 раз, делаем 7 столбиков плюс убавка 6 раз. У нас остается 48 столбиков без накида. Так, провязали. Теперь 55, 56, 57, 58 и 59 ряд вяжем без изменений, то есть 5 рядов. С 55 по 59 ряд вяжем без изменений 48 столбиков без накида. Провязали мы с 55 по 59 ряд без изменений 5 рядов по 48 столбиков без накида. 60 ряд вяжем 6 столбиков без накида плюс убавка. Вяжем раз, два, три, 4,
4, 5, 6, убавка. Так, делаем 6 повторений. И в итоге у нас остается 42 столбика. Закончила я 60 ряд. Теперь с 61 по 65 ряд мы вяжем без изменений 42 столбика без накида. Так, вяжем самостоятельно. Провязала я 65 ряд. Так, теперь мы наполняем наполнителем, потому что дальше у нас еще больше будет заужаться тельце. В этом этапе можно наполнить. Забиваем одинаково ножки по плотности и наполняем не сильно до конца, чтобы нам удобно было дальше вязать. Так, здесь мы меняем цвет на цвет нашей юбочки, платьюшка, которая будет. Я меняю цвет, как обычно, последний ряд. Вот провязала я последнюю петельку. И новым цветом я заканчиваю ряд. Нить мы пока не обрезаем, потому что мы еще там будем дальше довязывать выше. Сейчас я сделаю. Я провязала один столбик, чтобы не выскакивало. Вот. 66 ряд мы вяжем без изменений, уже другим цветом. 42 столбика. Вот, вяжем 66 ряд. Провязали 67, вернее 66 ряд. В 67 ряду мы будем вязать за задние стенки петли. Также без изменений 42 столбика, только за задние стеночки. Так. И вяжем до конца ряда. Провязали 67 ряд. Теперь мы вяжем с 68 по 70 ряд без изменений 42 столбика, 3 ряда. Вяжем без изменений. За обе стеночки петли. Так. Вяжем 3 ряда. Связали мы 3 ряда,
68 по 70. Теперь в 71 ряду будем делать убавки. Вяжем 5 столбиков. 5 столбиков без накида и убавка. Раз, два, три, 4, 5 и убавка. И так повторяем 6 раз. У нас останется 36 столбиков. Провязали 71 ряд. В 72 ряду делаем убавки. 4 столбика без накида и убавка. 3, 4 и убавка. И так повторяем 6 раз. У нас остается 30 столбиков. Провязали. Дальше вяжем в 73 ряду. Делаем убавки. 3 столбика. Раз, два, 3. И убавка. Так, повторяем 6 раз. В ряду у нас остается 24 столбика. Потихонечку можно дальше добивать наполнителем, наполнять. Закончили ряд. Теперь мы будем менять обратно на цвет тела. Я последним рядом поменяю. Делаю последнюю убавку. Рабочую нить. И вытягиваю уже цвет тела. И дальше мы будем вязать опять убавки. В 74 ряду мы вяжем 4 столбика и убавка. Эту нить мы отрежем, чтобы она нам не мешала. Она уже здесь не понадобится. Можем ее по ходу вязания спрятать, тянуть. Так. Вяжем 4 столбика. Три, 4 и убавка. И так повторяем 4 раза. 4 столбика и убавка. В ряду у нас остается 20 столбиков. Провязала я 74 ряд, 4 столбика и убавка 4 раза. Теперь мы вяжем шею. Будем вязать 4 ряда. 75 по 78 20 столбиков. У меня получилась вот эта желтая нитка пряжа, она чуть-чуть тоньше, чем это, поэтому у меня здесь так сильно, ну, может, не совсем уже заметно завузилась, как бы верхушка вот эта, где желтый цвет, поэтому старайтесь выбирать пряжу. У меня просто не было тех цветов, которые мне надо, одной толщины, поэтому желательно, чтобы они были все одинаковой толщины. Итак, вяжем 4 ряда без изменений, 20 столбиков без накида. Закончила я вязать 78 ряд. На этом заканчиваем вязание здесь. Делаем соединительный столбик и обрезаем нить.
Теперь мы будем вязать сразу юбочку за вот эти вот полупетли, которые у нас остались. Так удобнее просто сейчас сразу это сделать. Возвращаемся мы на 67 ряд и захватываем. У нас вот переход. Вот мы возьмемся немножко подальше. Ну, 2-3 ряда от этого перехода, чтобы его, этот переход, нам спрятать. Присоединяемся и поворачиваем к себе той стороны, где будет голова, чтобы лицевая сторона вязки у нас была сверху. И вот теперь мы будем вязать 3 воздушные петли подъема и будем делать прибавки в каждую петелечку столбиками с накидом, каждую полупетель. Три. И в эту же петлю провязываем столбик с накидом. Дальше хватаемся за полупетлю. Вяжем столбик с накидом. Раз. 2. И так вяжем по кругу. В каждую полупетлю делаем прибавку. И у нас получится в итоге 82 столбика с накидом. Закончили мы первый ряд. Делаем соединение с первым столбиком. Это у нас были 3 воздушные петли подъема. Дальше вяжем прибавки, чередуя. Через раз делаем 3 воздушные петли подъема и вяжем прибавка, столбик, 1 столбик с накидом и 1 прибавка. Вот. В итоге у нас получается 124 столбика с накидом. Закончили мы второй ряд. Делаем соединительный столбик с 3 воздушной петлей. И теперь с 3 по 20 ряд, 18 рядов, мы вяжем без изменений длину нашей юбочки. Вот, 18 рядов. Вяжем самостоятельно. Закончила я юбочку. У меня немножко не хватило вот этого цвета. Добавила другой оттенок. Он слегка отличается. Ну, так получилось, как окантовочка. Вот на этом этапе мы закончили вязать.